Добрый день, дорогие наши зрители, и мы продолжаем наши обзоры. Мы встречаемся для того, чтобы посмотреть, так ли мы решили все на прошлом обзоре. Кто не смотрел прошлый, пересмотрите. А еще лучше подписывайтесь, если вы не подписаны, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить наши веселые выпуски такого симпатичного инопланетянина и интересного робота. А мы продолжаем, и я напомню, что все, что мы здесь делаем, это не финансовая рекомендация, а наше видение рынка и то, как мы оцениваем обстановку, как мы находим точки входа, какие мы используем инструменты и торгуем мы на TradingView, а сделки совершаем на бирже Bybit. Не реклама. Передаю тебе слово, дорогой друг. Да, не реклама, не финансовая рекомендация, но удивительно хороший и полезный индикатор, который показывает, как и что делать в той или иной точке рынка. И смотрим, что у нас получилось за сегодняшний день. Вчера вечером не выдержал, захотел еще раз зайти и проверить свою теорию. Надеялся, что линк пойдет вверх. Вот тут вот вечером зашел, но, к сожалению, он начал какое-то движение небольшое, а потом рынок пошел или монета пошла вниз. Целый день ждал, что что-то случится, и было замечено у меня, также у дорогого робота, что около 9 утра рынок начинает отрастать после ночного падения, но этого, как вы видите, не случилось. Рынок сконсолидировался или вот так вот торговался во флете, потом был небольшой скачок, и вот тут я как раз выскочил, да, с прибылью 0.81 USDT, что составило 3.71, позиция была достаточно большая, к тому же я усреднился, заходил, может быть, чуть-чуть выше, усреднился до, чуть-чуть ниже получилась у меня позиция или точка входа. И вот здесь вот с минимальной прибылью вышел и был очень доволен, потому что рынок развернулся. Тут я совершил еще сегодня 4 или 5 сделок, торговал несколько сделок в шорт. Да, вот здесь вот была первая маленькая шортовая сделка, здесь, скорее всего, это тоже шортовая, до 50 центов получилось. Здесь рынок начал включать опять непонятную ситуацию. Я перестраховался, вышел с прибылью 0.17, затем перезашел, когда он чуть-чуть поднялся вверх, и дождался вот этого вот движения. Тут я закрылся, потом у меня была небольшая еще позиция в лонг с небольшой прибылью, и сейчас я нахожусь в лонге тоже с небольшой прибылью. Отлично, отлично. И ты, когда сказал, что был доволен, что вышел, это говорит, как сделать человека счастливым. Да, это сделать ему совсем плохо, а потом вернуть как было, так и у тебя, да. Ну, на самом деле, про то, как ты рассказываешь, что хотел войти, да, ну, у нас была четкая нисходящая линия, и надо было дождаться выхода хотя бы над каким-то уровнем сопротивления. Можем попробовать разобрать ситуацию, мы с тобой вроде как разбираем, а потом опять разбираем, да, потому что ты самостоятельно принимаешь решения и, ну, в общем-то, ты поступаешь правильно. Значит, у меня были такие... Меня, знаешь, что радует? Меня радует то, что количество сделок у меня очень сильно уменьшилось. Да, сегодня это получилось около 5 сделок, не больше. И уже пытаюсь все-таки досидеть до истинного выхода. Да, на самом деле я сейчас поделюсь экраном и покажу, чего я ожидал. Ожидал, что мы закрепимся над вот этой вот базой, которую мы рисовали. Ну, я взял немножко широковато, но тем не менее, да, у нас здесь была линия дневной поддержки, а здесь была линия сопротивления. И я ожидал, что из этого накопления, да, потому что у нас было сразу накопление немножко более широкое, потом мы начали рисовать выше так называемой свинг-зоны середины накопления, и очень часто бывает, что это признак набора, добора позиции, и выход вот такой осуществляется, как правило. Но сегодня, видимо, не совсем те условия, да, для того, чтобы так происходило на сегодняшний день. И поэтому все пошло по-другому. Как я скажу, что вот зеленая вот эта линия, она была как линией поддержки, так и сопротивления. И выйдя вниз, закололи, подтвердив снизу выход из нее, и пошли вниз по классике. Да? А утренняя история, она происходила уже где-то вот здесь. Зарождалась, и я сейчас увеличу масштаб, чтобы было понятно, о чем я говорю.
это было практически, наверное, на все. Ага, это вечерняя история. Утренняя была вот здесь. И, кстати, на линке она была не такая яркая, как была на Мэйджике. На Мэйджике вот здесь происходило вообще очень все красиво. Но давайте разберем вечернюю историю. Здесь у нас, ну, по классике, да, сначала где-то здесь стояли стопы шортистов, их забрали, и уже кто-то заскочил в лонг, да, потому что где-то вот здесь увидели выход. Ну, у меня вот здесь стояла линия, скажем так, сопротивления, которая могла стать поддержкой в случае, если бы здесь мы ее не пробили. И, в общем-то, да, кто-то вошел и поставил стопы здесь, наверное, потом где-то вот здесь, наверное, и потом где-то вот здесь еще, наверное, стояли стопы, и благополучно их всех забрали. Но это не только на линке, это есть и на биткоине, к которому мы можем, в принципе, вернуться. Чего ждать дальше? Ты правильно, в принципе, на мой взгляд, стоишь в лонге, но зашел немножко рановато. Я скажу, почему правильно, потому что у меня, допустим, индикатор показал, думаю, что нет, еще не показал, на Мэйджике показал. Значит, доджа, да, красная свеча, я уже перейду, обычно вот такая красная тень свечи, и потом зеленая с маленькой тенью, признак разворота, да, но здесь появилась вот эта доджа неопределенная, и если биткоин будет дальше тестировать свой уровень 103 и идти ниже, то, возможно, здесь придется тебе, как ты любишь, пойти где-нибудь поискать место, где усредниться. Мы с тобой свяжемся, да, и подумаем, где это можно будет сделать. Ну, а вообще, для тех, кто нас смотрит, скажу, что лучше не усредняться, а дожидаться правильной, понятной точки входа. Ну, Если, дорогие зрители, усредняйтесь, то усредняйтесь правильно. Следите за своей точкой ликвидации, не допускайте просто ликвидации. да, и вот сегодня у меня было два сценария по биткоину. И сначала отработал один частично, да, вот этот досюда отработал, а потом отработал второй. И практически я угадал, докуда мы дойдем, да, чуть-чуть не дотянуло до моей линии, но еще не вечер, как говорится. И, ну, поскольку доминация 64 у нас, то это будет влиять на рынок, хотя альткоины держатся, ну, достаточно качественно. В другой ситуации, на мой взгляд, если бы биткоин сделал такую свечку вниз, как он сейчас сделал, а смотреть нужно вот отсюда, у нас, да, почти на 3% у нас упал биткоин в моменте, и в другие времена это бы вызвало обрушение альткоинов. Но альткоины и так на дне, им особо некуда падать, поэтому они немножко откатились. И радует, наверное, можно порадоваться за эфириум, потому что он держится. Он держится гораздо сильнее, нежели биткоин. И это, возможно, ну, тоже, в принципе, практически 3%. Можно принять за то, что уже поглядывают, я думаю, инвесторы в сторону альтернативных инвестиций, да, видя, что биткоин, ну, можно назвать это, слегка выдыхается, да, и остается ему пройти не так уж много пути. Будем наблюдать за эфиром. По поводу усреднений хотел сказать, что усреднение должно быть частью вашей стратегии, а не спасательным кругом, когда все пошло против вас. И в основном, ну, покажу даже на примере вот этого графика, если вы вошли в сделку вот здесь, считая, что вот эта оранжевая линия была вашей поддержкой и отправной точкой входа в лонг, то можно, сомневаясь, да, видя, что здесь есть ликвидность и мы можем сходить за ней, потому что есть сильный уровень, разбить вход на две части и одну часть войти здесь, а вторую ниже. И тогда это будет, ну, достаточно правильно, и средняя точка входа будет где-то вот здесь. Тоже будет неплохая. И если брать вот здесь риск прибыли 1 к 3, да, то отсюда, естественно, будет она гораздо лучше. Но отсюда можно дождаться и зайти здесь. Все зависит от того, какую стратегию вы применяете. В монете, которую торгую я, насколько помним, да, был вот такой сетап, который у меня не отработал, вышел по стопу вот здесь вот. Я говорил, что буду пересматривать свою позицию. И я сразу после стопа зашел в шорт, да, торговался в шорт, и утром сегодня очень внимательно наблюдал вот эту вот историю.
вот эту. И если посмотреть на 15-минутном таймфрейме, а еще лучше на 5-минутном, то здесь случилось очень даже неплохое движение, да, вот такое. В 2 свечи мы преодолели почти там 3%. Вошел вот здесь, и да, мы сделали больше 3%, но вышел я вот здесь. Я сделал 2% с 10-м ключом, это было 20%. И потом сразу же зашел вот здесь и отторговался еще в шорт. Вот до сюда. Шли под линию, которая у меня была поддержкой, подтвердили ее снизу. Я зашел вот здесь в шорт. Посмотрю, как мы это отыграем, правильно ли я сделал. Возможно, будет ложный выход с отскоком последующим. Отлично, большое спасибо за такой качественный обзор, разбор рынка. Ну и, дорогие зрители, вы знаете, что делать. Ставьте комментарии, если вам что-то интересно, пишите нам, задавайте вопросы. Ну и встретимся завтра.